огромный привет! Сейчас вы видите кадры из прошлого влога, в котором мы начали наше путешествие на машине из Сербии в Боснию и Герцеговину. Кто еще не смотрел, оставлю ссылку на видео в описании. А я продолжу рассказ о нашем отдыхе. Вот я в номере, уже утро, хочу поснимать вам обстановку. Номер очень маленький, снимать особо нечего, но все же покажу. Входим в номер. Здесь 3 кровати, 2 тумбочки, одна и вторая вот здесь с краю. Есть кондиционер, конечно же. Санузел очень крохотный. Все необходимое здесь есть. Унитаз. Даже интересно, сливной бачок очень узкий. Зеркало, раковина. Светильничек вот такой. Тут штанга для полотенец, розетка, урна. Нам дали мыло, шампунь. Мыло, шампунь. Вытяжка есть на улицу. Шторка. Такой душ. Такой напор здесь мощный. Раковинка тоже маленькая. Вообще ширина санузла, наверное, метр. Метр на 2. Все стандартно. Туалетная бумага. Освещение здесь такое настенное. Чуть не фокусируется камера у меня, конечно. Вот такое освещение. Раз. 2. При входе есть шкаф. Вот двери. Вот шкаф. Телевизор здесь. Вот с этой кровати, которая у окна, вряд ли будет видно телевизор. И маленький холодильник. Розетки здесь 2. Для холодильника. Я тут снимаю свои вещи. И вот здесь, за шкафом. Розеток больше нет. У кровати розеток нет. Вот. И здесь такая терраса. Выходим на террасу. Терраса достаточно большая. Стол, 3 стула. Система. Вот такой вид. Вот это вот деревья оливы во дворе. Кстати, первый раз вижу, как оливки растут. Оливки или маслины. Вот и вон там дальше. Тот мостик уже, как выяснилось, находится на территории Хорватии. Граница здесь достаточно рядом. Вот. А это вот хурма, похоже. Хурма. Но у нас листья у хурмы. А, это не хурма, это гранат. Это гранат. Тоже впервые вижу, как растет гранат. Вот так. Это у нас 3-й этаж. Симпатичненько. Какие-то насекомые стрекочут, птички щебечут. В общем, так. Давайте вернемся в номер. Ну вот, по сути, весь номер: 3 кровати, холодильник, небольшая душевая. Все.
Тесно, но нам надолго не надо. Вот он, весь номер. Нам еще не полную ночь, и мы уезжаем. Тут все наши вещи разбросаны, но покажу как есть. Сюда. Тут длинный коридор. И выход на лестницу. Кивики. Да, мы гранату удивляемся. Далее мы направились на море. По дороге нам нужно было найти местечко, где мы могли бы выпить утренний кофе и скушать бурик. И знаете, как бы не смешно было, но для нас это оказалось проблемой, потому что в пекаре, куда пришли, не было кофе, а в кофейне не было выпечки. В общем, выпили мы по чашечке кофе и пошли на море. По пути нашли питы с различными начинками, перекусили, и появились силы снимать для вас вложек. Все видите сами, но могу прокомментировать некоторые моменты, которые для себя подметила. Во-первых, это флора. Растут здесь и гранаты, и киви, и очень много оливковых деревьев по улицам города. Встречались гигантские кактусы и пальмы. Несмотря на то, что съемки были в конце июля, очень много цветущих растений повсюду, хотя вроде цветение должно было бы уже прекратиться. День выдался солнечный, но как бы не хотелось оказаться в теньке, не получалось. Все обилие и разнообразие растений не давало нам тени, почти нигде не было такого, чтобы мы шли под кронами. В основном растительность невысокая, сосредоточена на частных участках, но не по улицам, и мы все время были на солнце. Также обратила внимание на такой нюанс, что у растений, в частности у оливы, установлен капельный полив. А там, где его нет, деревьям не очень хорошо. Что говорить о всем живом, если есть здесь такая местная фишка? Люди на шины автомобилей надевают чехлы, чтобы они не расплавились от солнечных лучей. Еще одно из моих наблюдений. Если поедете в Неу или другие горные города, также обратите внимание на выбор апартаментов. Ведь в описании пишут, что до моря 500 метров. И вправду, по прямой 500 метров. Но в реальности, пока спустишься с горы до набережной, пройдешь не 1 километр дороги. Сначала с горки, а потом обратно в горку. Мы выбрали пляж по другую сторону залива и не ошиблись, ведь народу там оказалось не так много, как со стороны набережной. Опять же, вид на город мне был более интересен. На всех пляжах стоят шезлонги. Вода теплая, но соленая, пощипывала, если попадала в глаза. Для любителей нырять лучше взять утяжелители и маску. По словам Алексея, вода выталкивает наверх. Пляж каменистый. Кстати сказать, в море полно морских ежей, поэтому советую иметь специальную обувь. С утра мы прогулялись до пляжа пешком, а вот вечером поехали на машине. Хоть парковка там платная, но зато можно спокойно добраться и удобно расположиться. Также там есть одно кафе. Протяженность береговой линии в Неуме невелика, всюду граничит с Хорватией. За время нашего пребывания в городе мы прошли почти весь берег от одной границы до другой.
После моря мы решили пообедать. Зашли в ресторанчик по пути, и, о чудо, это лучшее место, которое нам попалось в Боснии и Герцеговине. Еда довольно вкусная, обслуживание достойное. Вот это место я рекомендую. Ну, это ж круто. Вау. Давай мне показывай, рассказывай, как это естся. Ну, не знаю. Ну, сейчас А это лимонная водичка тоже надо? ну, это руки. Ну, я справлюсь с этим самым. Какие вилки интересные. М? Вилки интересные. Вкусно? Обалдеть. Гранаты. Архитектура тоже своеобразная и, кстати, отличается от Сербии. Дома светлые, зачастую белого цвета. Также для строительства некоторых домов высекаются скалы. В общем, все это непривычно наблюдать нашему взгляду, но тем интереснее. В Неуме проездом было много туристов. И действительно, отдыхать там более 5 дней для меня было бы уже неинтересно. Поющее дерево. Что, она какие-то спальницы фотографирует? Да. Они сухие, правда. Сухие, правда.
Да, И вид хороший. дай по месту. Далее мы прошли на набережную, ведь именно там продают сувениры. Еще одна моя рекомендация – имейте наличку в Боснии и Герцеговине, марки или евро. По крайней мере, в курортном городе не везде принимают карты. Мы на этом попались. Ночью в городе жизнь кипит. Кругом играет музыка, и чем позднее, тем музыка громче. Кафе заполнено, молодежь общается, танцует, веселится. Но мы уезжали в ночь, и впереди предстояла нам долгая дорога по серпантинам. Еще и поэтому мы отказались от ночных гуляний, съемок. Поэтому ночного Неума в моем влоге вы сегодня не увидите. А мы в ночь будем выдвигаться. Накупались. Сейчас вещи сушатся. В общем, неоднозначные впечатления оставила страна. Вот. Поедем до дома. Может быть, в пути что-то еще поснимаю. А я после душа, после моря, загорело, лицо все красное, руки красные, плечи красные. Даже в воде умудрилась сгореть каким-то образом. Хотя не так много были, с утра пару часов, вечером пару часов. Уже только вернулись на заходе солнца. Все-таки на море хорошо. Будем ждать новой поездки. Но уже не в это место, а в Черногорию. Кстати, в Боснии есть платные дороги, пролегают они в большей степени через тоннели. После наших покатушек через перевалы и серпантины мы поняли, что платные дороги здесь оправданы, и сразу понимаешь, за что ты платишь.
наверное, через каньон. Фиг его знает. Посмотреть в Боснии и Герцеговине есть на что. Но все же эта страна не откликнулась в моем сердце, как Сербия. Сербия мне оказалась более близка. Здесь радушнее, душевнее, живее. Даже заезжая в Сербскую республику, чувствуется уют, тепло сел, на улицах встречаются люди, здесь течет жизнь, в отличие от каменной Боснии и Герцеговины. Чавчего поле. А вот и приветливая Сербия, где в каждом селе нас встречает надпись «Добро дошли», что на русском значит «Добро пожаловать». Вот такой влог у меня получился. Очень рада, что досмотрели его до конца. Надеюсь, что мои заметки окажутся для вас интересными и полезными. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Давайте общаться и делиться друг с другом положительными эмоциями, новинками, опытом. До новых встреч! Всем пока-пока! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.